Без страховки мы бы заплатили очень много. И в этом отличие американской стоматологии от российской. У него даже нет своего кабинета. Я очень не хотела делать дочке общий наркоз. София может остаться без зубов из-за кариеса. Можете себе такое представить? Привет, я Настя. Уже почти год мы живем в США, и совсем недавно мы впервые посетили детского стоматолога в Америке. В этом видео я вам расскажу, сколько стоило лечение, как все происходило, чем отличается стоматология от российских клиник, и, конечно же, покажу вам реакцию моей дочери Софии на лечение. Небольшая предыстория. У моей дочери Софии в 2 года появился кариес аж на 4 зубах, и нам срочно нужно было его лечить. Причину появления кариеса мы попытались выяснить еще в Москве. Я до сих пор не понимаю, откуда он мог взяться, поскольку питание было правильным. До 2 лет мы не давали сахар ей совсем и регулярно чистили зубы. В основном врачи ссылались на грудное вскармливание. Не знаю, насколько это правда. Если у вас был опыт в лечении молочных зубов, пожалуйста, поделитесь. Но ясно было одно – кариес нужно было лечить, поскольку инфекция может перейти на коренные зубы, которые уже сформировались в челюсти. В Москве нас сильно напугали, сказали, что София может остаться без зубов из-за кариеса. Поэтому, переехав в США, мы глубоко занялись этим вопросом и стали искать стоматологическую клинику по страховке. Без страховки мы бы заплатили очень много. $1438 за лечение, $75 за консультацию и $24 за снимок челюсти. Итого почти $2000 за лечение молочных зубов. Можете себе такое представить? А сколько же в итоге мы заплатили по страховке, расскажу вам дальше. Мы выбрали лучшую стоматологию во Флориде Cosmic Smile в городе Форт Лаудердейл. Сделана она очень круто в стиле «Звездных воинов». Было непривычно видеть такое после российских клиник. Тут есть русскоговорящие врачи, и на все услуги действует гарантия 6 месяцев. Это детская клиника, поэтому у персонала особый подход. Они включают мультики, позволяют родителям быть рядом и используют пасты с разными прикольными вкусами. А теперь к лечению. Как это все происходило? Начну с того, что лечение зубов ребенку 3 лет – тот еще стресс. Мамы меня поймут. Я решила подготовить дочку заранее. Играла с ней в стоматолога, показывала видео из этой стоматологии. Ну ты уже знаешь же все, да? Тебе же ничего не страшно? Конечно, нет. В соцсетях у них есть видео из кабинетов, как деткам лечат зубы. Все сидят и лежат спокойно. В итоге все прошло более чем позитивно. Ни протеста, ни испуга. Ребенок хоть немного, но был подготовлен, так что пробуйте делать так же. Лечение началось не сразу. В первый прием дочке сделали чистку зубов. Все происходило в светлом, приятном пространстве. Давящего ощущения больницы совершенно не было. Не сравнить с тем, как нам лечили в детстве. И несмотря на то, что для Софии это был первый осознанный визит в стоматологии, и с ней говорили на английском, она слушалась врачей и максимально позитивно воспринимала происходящее. Что удивило, тут большую роль играют медсестры. Они делают все, и в этом отличие американской стоматологии от российской. Я бы даже сказала, что большую подготовительную часть работы выполняют именно медсестры. В процессе лечения они также принимают активное участие. Чаще всего врач здесь контролирует процесс и приходит только в определенное время. У него даже нет своего кабинета. Он переходит из одного в другой, чтобы лечить детей. После чистки и консультации врача нам назначили всего 2 визита для лечения 4 зубов, и весь процесс занимал всего 25-30 минут. По диагнозу. У Софии был кариес на 4 верхних резцах. Его почистили и надели коронку. Это тот же самый пломбировочный материал, только он уже имеет форму молочного зуба. Его индивидуально стачивают для пациента. Медсестра приносила контейнер с формами зубов, и врач индивидуально подбирал подходящую прямо в процессе лечения. Лечили Софию без общего наркоза и даже без обезболивающих уколов. Я очень не хотела делать дочке общий наркоз, и врач в США меня поддержал. Действительно, стоило подождать наступления 3 лет, когда уже можно лечить седацией веселящим газом. Это закись азота. Как происходило лечение? На нос Софии надели маску. Кстати, дали выбрать с клубникой или баблгамом, через которую подается смесь кислорода и азота. Во время дыхания анестетик снижает чувствительность к боли. При этом ребенок полностью находится в сознании и может отвечать на вопросы. А по окончанию процедуры в дыхательные пути поступает уже чистый кислород. Соответственно, веселящий газ выводится моментально и без последствий для здоровья. Не снимай масочку, пусть чуть-чуть там кислородик тебе подышишь. Чистым кислородиком. Да.
Стоит сказать, что в Москве врачи настаивали на общем наркозе. Еще один плюс в пользу американских стоматологий для детей – мама или папа могут сидеть рядом с ребенком на протяжении всего лечения, держать за руку и следить за реакцией ребенка. Врачи такое только поощряют. Поэтому, когда началось лечение, мы с мужем были рядом. Могли подойти, посмотреть и поддержать нашу малышку. Да и вообще очень бросается в глаза, что кабинет для лечения всегда открыт. В него при необходимости могут заходить другие сотрудники. Кстати, после окончания процедуры не ждут ухода пациентов. Весь медперсонал прощается и сам уходит к другому ребенку. Когда лечение закончилось, дочке даже сделали подарок. Принесли шарики, зубную щетку, песочные часы, раскраски, поделки и мороженое. Представляете, сразу после лечения дали мороженое. Где вы такое могли еще видеть? Прям праздник. Софию реально очаровала атмосфера. После этих визитов она до сих пор предлагает мне поиграть в дантиста. Сейчас я вам покажу, какие полезные привычки появились у моей дочери после посещения дантиста. Вот такую зубную нить для детей в виде жирафа нам подарили в стоматологии. Она очень удобна для детских зубов, потому что ею может пользоваться не только взрослый, но и сам ребенок. Если ваши дети отказываются от этой процедуры, покажите им это видео. Поверьте, гигиена может превратиться в веселый развлекательный процесс. Спасибо детскому дантисту, который превратил лечение молочных зубов в праздник. А ваши дети пользуются зубной нитью? Ну что, мы вылечили сегодня зубы Сонечки. Очень довольны остались сервисом. Мы очень довольны, что лечение прошло супер приятно. Было ощущение, что мы не в стоматологии, а в детской игровой. Я бы и сама с удовольствием в такие ходила. Уверена, что и вы бы не отказались. А теперь к ценам. Все лечение нам обошлось всего в $370. $235 за первый визит и $135 за второй. Это очень выгодно, учитывая, что сервис здесь на все 100. Можно сказать, что это просто копейки. Для сравнения, без страховки мы бы отдали почти $2000. Если это видео было интересным для вас, поддержите меня лайком и подпиской. Скоро выйдут новые видео, где я вам покажу Америку такой, какая она есть.